Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Lesta Games. Сегодня у нас на обзоре тяжелый прем-танк 8-го левела, француз АМХ М4 49, да, тот, который можно купить за реальные деньги, за голду. Вот, итераций этой машины, обликов много. Там и с петухами, и с L-припиской, всякие, короче, вот. У нас вот самый обыкновенный. И прежде чем, кстати, мы продолжим обзор, как фармит эта машина без голды, как раз ведь эти машины покупают для фарма серебра, да, и вот нам нужно проверить этот танк на фарм без голды, на обычном бронебойном снаряде. Прожмите лайк под видео, подпишитесь на канал, если вы до сих пор это не сделали. Ну а мы с вами предлагаю отправляться уже изучать бронирование этого агрегата. Погнали! Итак, господа, бронирование будем смотреть, да, АМХ М4 49. Ну и начнем, конечно же, с корпуса. НЛД у нас очень маленький, у нас просто мега огромная ВЛД. НЛД 200, так, правильно он стоит, ведь, да, правильно. Ребята, вы посмотрите, какая броня в НЛД. Ну, одноклассники 8-го левела, тяжелые танки, нас банально сюда большинство даже голдой пробивать не будет. Не то, что обычными снарядами. Нифиг. А если еще рамбануть? Ого! Ого! Хорошо. Теперь касаемо ВЛД. 234, вверху 247. По центру 256. Надгусеничные полки 300. Как для ВЛД, ну, наверное, одно из самых крепких ВЛД среди тяжелых танков 8-го левела. Не шучу. Теперь под башней у нас очень высокий цилиндр. Давайте смотреть, что там. 250, 265 по краям. Здесь 275, тут уже рикошетный 450. Ну, самая ослабленная зона ровно по центру, поскольку это круглый, ну, цилиндр, да. Теперь касаемо башни. Маска орудия здесь очень сложная, много групп брони. Вокруг маски вот это вот 250 под маской, 339, здесь 500, там 600, здесь 280, 300, 250, ну такое, короче, здесь 317, 323 рикошет, маска в принципе крепкая, 250, то есть даже десятки, девятки, стреляя, целясь вам маску, могут попасть вот в такие места и уже банально не пробьют, либо в такие, либо вот в такие. Снаряд куда полетит. Основная бронеплита. Она у нас вот под такими углами тут расположена. Ага, 291, 290, 280, 280. Здесь 312, 312, щеки 460 рикошет. Планка наверху 60 мм фактического бронирования. В переведенке 250 рикошет. То есть по правилу 3 калибров только от 180 миллиметров нас сюда пробьют. Но у нас есть проблема. У нас есть вот такой гриб на голове, люк. Он достаточно большой, высокий. И брони там вообще нет. Некоторые танки нас с хорошим бронепробитием, да, сюда даже фугасами смогут рвать, у которых бронепробитие выше 60. Боковое бронирование 80. Фальшборд 57. Вот так вот здесь все интересно устроено. По низу, понятно, за счет рикошета, да и приведенной брони все хорошо. Но вы подставляете вот эту щеку, да, над гусеничные полки. И здесь на самом-то деле уже немного. 205, ну, большинство танков вас сюда будут сечь. И даже обычными снарядами. Поэтому от борта лучше не стараться на этой машине играть, а надо стараться на ней играть, выезжая от переда. Вот приведенная броня. Вот, пожалуйста. Вот. Ну, все понятно, да? Так что вот так вот. Вот такое бронирование. Так, с броней разобрались. Давайте изучать орудие. Пушка 8-го левела. 100-миллиметровка, нищая альфа, да, 300, ну что такое для тяжелого танка на 8 уровне 300, мало.
Бронепробитие зато неплохое. 232 на основном, 263 на голде. В принципе неплохо, но альфа маловато. Но зато пушка заряжается чуть больше 10 секунд. ДПМ 1748, точность у нас неплохая, как для тяжелого танка 0.36. Более-менее вменяемо время сведения орудия. По полевой модернизации во втором блоке облегченная ходовая, притирка шестерни наведения в четвертом блоке, звукоизоляция в пятом. Вторым слотом я здесь поставил на мобильность. Почему? Потому что, в принципе, этой пушки я на такие машины подобные обычно сейчас, всегда практически ставлю стабилизатор стаб. Но здесь можно, в принципе, играть без него, потому что стабилизация орудия у этого танка вполне себе сносная даже без стаба. Поэтому обязательно досол, увеличиваем ДПМ машины. Поскольку будем выезжать и танковать в большей степени от переда, нам важно, чтобы нас как можно реже ставили на каток, и здесь как раз нужна закалка. Ну и турбина, потому что танк медленный. По снарядам основной у нас ББХ летит косарь, голда подкол летит 1250, здесь вопросов нет, все хорошо. Вот, по снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель, вот, 5 членов экипажа, перки наблюдайте перед собой. Теперь по плюсам-минусам машины. При всем моем уважении у нас есть УВН. Мы помним, хорошая скорость полета снаряда, неплохое пробитие, но немного нищая альфа. И есть УВН, а самое главное, у нас есть броня в башне, в корпусе, за исключением вот этого гриба, да. Ну что поделаешь, он присутствует. Поэтому, в принципе, к пушке вопросов нету, за исключением альфы. По ХП 1700 жира, учитывая наше бронирование, вполне себе сносно. По мобильности с турбиной 45 вперед, 18 назад, больше 15 лошадей на тонну, говорит о том, что максималку свою этот танк будет набирать достаточно бодро. Вот, по обзору 406 метров, и это вот как раз стандартный параметр. Еще раз, ребят, у нас неплохое пробитие на основном снаряде, и это здорово. Причем здесь, по-моему, и снаряд дешевый. Нет, не дешевый. Ну да ладно. Косарь. Вот снаряд, да. Но самое главное, хорошая нормализация, это ББшка с хорошим пробитием и достаточно неплохая скорость полета снаряда. 1000. Это преимущество. У нас хорошая лобовая броня. Многие пытаются этот танк пробивать в НЛД по привычке, и мы им пожелаем удачи. Мы помним, да, бронирование. Вот, у нас достаточно вменяемая вот при такой сборке подвижность. Поэтому предвижу, что в принципе он должен фармить нормально серебро, особенно для танкистов, которые только начинают играть. Этот танк за счет брони позволяет прощать очень много ошибок. И вы как раз на таких машинах-то, наверное, в начале игры так и нужно учиться играть. Да и фармить, я думаю, можно. Отправляемся в бой, давайте поглядим, как эта тачка играет без голды. Так, господа, обзор АМХ М449, французский тяжелый прем-танк 8-го левела. Будем сейчас фармить, без голды пытаться играть. Да, многие же покупают эти танки, чтобы фармить и фармить без голдовых снарядов. Вот мы сейчас посмотрим в честном бою, в одноуровневом, как себя этот танк чувствует. Так, центр наши займут, это хорошо.
Тяжей много. Випера решила поджать, да? Тихо, тихо, тихо. Все, один наигрался. Извини. Ну ты сам встал, надо ехать, а ты стоишь. Наигрались. Уничтожен. Интернета нет. Отлично. Ну и все, ЛТшка осталась, да? Так, 1500 настреляли, 1200 насветили. 2. Там сколько там? 2600, 2700 суммы. Почти 3К сумма. Вот сейчас поглядим, что нам за ББ начислили. Такой какой-то непонятный бой, честно говоря. И не турбослифа как-то, да. Но что-то настрелять не было возможности реально. Я всегда ехал вперед, сжал W. Бля, ЛТшка у них живет как долго. Охереть. Ну сейчас ее прибьют все равно. Все, прибили. Так, смотрим, что мы нафармили. Жал постоянно W. Вперед, еду, все как бы, все как положено, стреляю. Ну вот, что успел, настрелял. Маленькая альфа достаточно на этой пушке. Поэтому была бы альфа побольше, мы бы больше дали, потому что у нас время на зарядку было, а вот отстрелять возможности прям активно не было. 132 начислено, ребята. Заняли позорное 7-е место в этом бою конкретно. Но
132 на 124 чистыми. Вот и думайте, можно ли все-таки на нем фармить или нет. Как по мне, можно. Учитывая броню, кстати, многим новичкам вообще, по сути, эта машина как и лев, да, львоподобные с броней, но не супер какой-то альфой, прощает ошибки, броня очень много, может зайти. Поэтому, ребята, у кого есть эта тачка в ангаре, пишите свои комментарии, получается ли у вас на этой машине фармить, вот, какое вы на ней используете оборудование, как в целом вам танк. А для новичков нашей любимой игры машина вполне может даже зайти. Так что ставьте лукасы, подписывайтесь на канал, а я говорю до скорых встреч, пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и конечно прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.